вы только что начали изучать русский язык и думаете, вы можете выучить его за несколько месяцев, то тогда я должен разочаровать вас. Но надежда есть. Оставайтесь со мной и узнайте мой опыт после 2 лет изучения русского языка. Давайте начнем. Всем привет! Меня зовут Кристиан, я учу русский язык и я из Норвегии. Если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь и включайте уведомления. Тогда вы не пропустите новые видео. Летом 2016 года мы с Наташей ездили в Россию. И я хотел выучить немного русского языка до того, как мы поехали. Я думаю, я начал изучать его примерно за 2 месяца до нашей поездки. И помните, тогда я ничего не знал. Может быть только да, нет или привет. Сейчас я знаю, но тогда я еще не знал то, что передо мной еще был очень длинный путь. Потому что изучение русского языка или любого языка, я думаю, длится не за месяцы, а годы. Поэтому тогда я решил изучать русский язык только за 2 месяца до того, как мы поехали. И в то же время я ожидал понимать и говорить по-русски. Оказалось, что это была не реалистичная задача для меня, и я считаю для любого человека. Я помню, я пробовал понимать, говорить, а также читать, пока мы были в России. Но это было слишком сложно для меня. И это потому что, на мой взгляд, мой мозг не был привык или готов к русскому языку еще. Сейчас мы подошли к сути того, что я хотел сказать сегодня. А именно то, что изучение любого языка не спринт, а марафон. Я думаю, это очень важно помнить это. И я объясню почему на примере. Давайте представим, что вы изучаете любой язык, и вы ожидаете выучить его после 6 месяцев. Каждый день вы изучаете, и у вас большой прогресс. Вы уже изучали самые обычные слова и фразы в языке, и думают, это будет легко. Внезапно после этого ваше изучение стало хуже и не так легко, как было раньше. Поэтому вы решили прекратить изучение дальше. Я думаю, это очень обычная ситуация для многих людей. И поэтому я считаю, что это очень важно ставить реалистичные цели и не ожидать чудеса. Я повторяю, изучение языка не спринт, а марафон. На сегодня все. Всего доброго и увидимся.